Эти игры на телефон докажут вам, что мобильный гейминг все еще не обречен. С вами Дитрих ТВ и подборка лучших новинок на телефон, а также новостей игровой индустрии. Ставь лайк, подписывайся на канал, если ты еще этого не сделал, и мы начинаем. Открывает нашу подборку лучших новых игр на телефон Genspire Fire and Fury. Это стратегия, которая сперва напоминает Payday, даже геймплей от третьего лица, только управлять персонажами нельзя. Вне миссии игроки занимаются установлением порядка в городе при помощи сотрудничества с другими главами банд. Также вам, братюни, предстоит отстраивать здания и отправлять свои группировки на разборки. Сюжет подается через миссии и текстовые диалоги, которые еще и озвучены. Ну а ссылочки на этот проект вы, как всегда, найдете в описании под видео. Погнали дальше. Далее по топу лучших новинок на Android и iOS расположился Metal Wings. Это мобильный проект, который наконец-то вышел на телефоны. По геймплею игра напоминает серию Contra, только вместо перекачанного Рэмбо и Шварценеггера мы получаем вайфу с красными волосами. Графика не самая лучшая, также не хватает звуковых эффектов. Интеллект монстров низкий, они умеют бежать в вашу сторону, а порой встают и ждут, пока вы нацелитесь на них. Проект пока что сыроват, но думаю, в будущем к нему стоит присмотреться. Awaken Chaos Era. Это дебютный проект студии Jave Interactive. По сюжету над миром нависла война, поэтому герои должны встать на сторону добра. Битвы пошаговые и автоматические, нам нужно только смотреть за анимацией. Графика здесь не мультяшная, но реализмом тоже не пахнет. Наша задача здесь победить все волны врагов. Порой можно врубать ульту, после которой начинается небольшая кат-сцена. Ну а если вы вдруг устанете от всего этого процесса, то можно его ускорить. Далее по топу лучших новых игр на Android и iOS расположился Candy Disaster. Это мультяшная башенная защита, которая уже доступна на Android. Графика в этой игре мультяшная и, вероятно, сделана на движке Unity. В первой миссии у нас имеются шипы и трамплин, которые можно использовать в тандеме для крутых комбинаций. Локации напоминают тропический лес, хотя по скриншотам и видео в Steam понятно, что дальше будет лучше, например, карты в стиле диско. Warhammer Age of Sigmar Soul Arena. По жанру она представляет вымирающий вид автобатлеров. Кстати, братюни, поставьте лайк, если вам нравятся автобатлеры, и напишите комментарий, если нет, и почему. Геймплей в этом Вархаммере пошаговый. Для битв надо выбрать капитана. У каждого из них своя стихия, фракция и уровень редкости. Для призыва мобов используется мана и схожий с ней ресурс. С каждым ходом ваша армия становится лучше и больше. Можно использовать несколько тактик, например, медленно зажимать врага в угол, или же выбрать более агрессивную и молниеносную стратегию. Далее по топу лучших новых игр на телефон расположился Ghost in the Apples Mobile. Ghost in the Apples Mobile — это головоломка, в которой игрок попал в дом полной магии. За ним шпионит призрак, а осьминог притворяется вешалкой. По сюжету ваша душа оказалась в ловушке, и для спасения предстоит пройти 70 уровней, созданных вручную. Разработчики обещают десятки трофеев, для получения которых придется проверить ваши навыки и смекалку. Также в игре имеются секретные комнаты, в которые попадают самые лучшие. Ну а далее по топу лучших новых игр на Android и iOS расположился Demo 2. Ну и в первую очередь хочется отметить визуальный стиль, вдохновленный японскими играми, хоть Rayark и является студией из Тайваня. Вообще, Demo 2 — это музыкальная игра, в которой геймеры возьмут на себя роль девочки Эхо. Она пытается разобраться в происхождении дождя, превращающего в лепестки любого, кто до него прикоснется. Таинственным образом оказалось, что по станции шныряет дух Димо, полная противоположность разговорчивой Эхо. Вместе они будут общаться с NPC, подслушивать их разговоры, искать нотные листки и играть на пианино. В Demo 2 есть два режима игры — это ритм и головоломка. От выбора зависит уклон в сторону сложных мелодий или загадок. Разработчики предлагают 30 основных песен, а вместе с DLC их число достигает более 120. Также с жителями вокзала можно знакомиться. Из плюсов еще отмечу визуальный ряд Demo 2, где нарисованный от руки задний фон совмещен с трехмерными моделями персонажей. Ну а что касается кат-сцен, то они полностью озвучены, только в описании указаны японские актеры.
Далее по топу лучших новых игр на Android и iOS расположился Pirate Raid. Здесь нам предстоит обустраивать бухту и уничтожать корабли пиратов. За это нам выдают бочки, которые тратятся на постройку новых зданий и обмен на золото через рынок. Порой можно встретить сундуки, они появляются на одном и том же месте через какое-то время. Геймплей вертикальный, поэтому поиграть в пробке или общественном транспорте самое то. The Project Akasha. Это мобильный проект, в котором нам предстоит собрать отряд из редких вайфу. Игровой процесс в этой игре разбит на главы и уровни с максимальными 3 звездами. Если получить 9, то получится забрать 3 лутбокса. Перед схваткой мы собираем отряд максимум из 4 вайфу. Сюжет раскрывается через текстовые диалоги с японской озвучкой. Жалко только, что битвы автоматические, мы только можем указывать, кого бить, а также прожимать ульту. Далее по топу лучших новых игр на Android и iOS расположился Jurassic World Primal Ops. Парк юрского периода Primal Ops — это мобильный экшен от издателя Behavior Interactive. Это мобильный проект про динозавров, которые теперь нам помогают. Конечно, перед этим их нужно спасти, а для большего эффекта еще и прокачать. Кстати, ранее игра была доступна только на iOS, но теперь состоялся запуск в Азии, причем на обе платформы. Издатель Behavior Interactive обещает новую историю в знакомом мире парка юрского периода. Пойманные динозавры станут не только помощниками, но и верными друзьями. Вероятно, для этого нужно часто с ними выполнять миссии. Всего в парке юрского периода Primal Ops представлены десятки видов доисторических существ с уникальными обилками. Это, например, нападение на врага, сброс боеприпасов и так далее. Еще стоит ждать экспедиций и исследования яиц динозавров, что поможет раскрыть ДНК и производить новые виды. Пока что в Jurassic World Primal Ops имеется английская озвучка. Студия Deep Blue Interactive знает толк в рисовке и аниме. Она работает над проектом Reverse 1999. Эта игра сразу привлекает визуальным стилем, в который точно вбухали немало денег. Пока что для проекта проходит закрытый бета-тест в Поднебесной, но на YouTube уже много роликов с наложенной английской озвучкой. По сюжету мы будем путешествовать во времени, беря на себя роль хранителей, смахивающих больше на Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Даже пошаговые сражения выглядят бодро и свежо, ведь у каждого героя своя предыстория и уникальные обилки. В общем, братюни, ждем информацию о глобальном запуске. El Hijo предложит вам роль молодого парня, занимающегося поисками своего отца в локациях в стиле Дикого Запада. Стилистика вестерна здесь соседствует с мистикой, поэтому в своих странствиях вы обнаружите не только изгоев, находящихся во сне закона, но и блуждающих вокруг потусторонних существ. О механике геймплея в этой игре известно немного. А именно, путешествие главного героя начинается из древнего монастыря, затем приводит его в отдаленный городок в пустыне, и в ходе этого путешествия вам придется избегать столкновений с врагами в разнообразных локациях. Далее по топу лучших новых игр на Android и iOS расположился Dark Bind. Это отличный проект на смартфонах, который одновременно сможет заменить и Dark Souls, и даже God of War. Игра пока что доступна в Китае, поэтому сюжет понять сложно. На старте нам дадут выбрать пол персонажа, а также его внешность. Правда, рандомные пресеты скорее вызывают рука-лицо, потому что герой выходит смазливым и даже с утиными губами. По поводу геймплея Dark Bind. Первая локация — это преисподняя, в которой наш герой восседает на троне. Далее он получает клинки и встречается с первым демоном. Кстати, отмечу, что освещение, разрушенные части моста и пепел в воздухе скрашивают не самую реалистичную графику. Хотя я бы не сказал, что она прям уж очень плохая. Что касается боевой системы, то она свободная и без авторежима, хоть и с наведением на отдельного противника. Радует, что интерфейс не переполнен иконками и специальными предложениями. Здесь есть только обилки, стик для передвижения и небольшая информация про аккумулятор и пинг. Вскоре мы встречаемся с первым боссом. Его появление выполнено в формате кат-сцены на движке игры. Жалко, что у него мало анимаций и типов атак, а после грозных ударов клинков по его телу так и ждешь что-то наподобие Doom. Но нет, максимум кровь покажут. Еще из врагов тут выпадают души, которые, вероятно, позже тратятся на прокачку.
Avatar Reckoning – онлайн-шутер с элементами RPG от Tencent Mobile. Глобальным издателем выступит Level Infinite. Проект выйдет на iOS и Android в 2022 году. Более точной даты релиза пока что нет. Разрабы обещают, что Reckoning перенесет игроков на планету Пандора, где они повстречают клан Нави, которые снова стараются защитить свой дом, сражаясь с солдатами РДА. Те в свою очередь хотят заполучить ресурсы этой планеты. Несмотря на мультиплеер, Avatar Reckoning можно проходить в одиночку. При этом можно предположить, что боевые пропуски и онлайн-ивенты будут подталкивать игроков на совместное прохождение. Геймеры будут прокачивать своего аватара, собирать крутые пушки и участвовать в соло, кооперативных миссиях и PvP. Tencent обещает инновационное управление, заточенное под сенсорные экраны. Аватар делают на Unreal Engine 4, поэтому стоит ожидать картинку на уровне современных MMORPG по типу Blade and Soul 2. Так что, братюни, подписывайтесь на канал Dietrich TV и прожимайте лайк, чтобы не пропустить релиз Аватара. Ну а теперь давайте немножко поговорим об новостях в игровой индустрии. Valve Steam Deck все-таки выпустят в конце февраля. Компьютер под рукой. Вот так можно коротко назвать Steam Deck. Иностранные издания передают, что приставку все же выпустят в конце февраля. За топ-конфигурацию придется заплатить почти 50к рублей. Правда, только через РФ аккаунт Steam забронировать приставку не получится. Так, что же еще такого известно по Steam Deck? Те, кто смог прикоснуться к убийце Nintendo Switch, говорят о маленькой автономной работе. Это от 2 до 5 часов. Ну, конечно, понятное дело, что все зависит от включенной игры, там Киберпанк или Майнкрафт, конечно, небо и земля. Но брать с собой просто Steam Deck в долгие поездки не получится. На будущее не забывайте взять с собой зарядку и Powerbank. Спасибо Гейбу. Пока что Valve отгрузила сотни приставок разработчикам и ранним обзорщикам. При этом портал стал первым проектом, который получил зеленый свет на Steam Deck. Кстати, братюни, вот мне интересно, повторит ли Deck судьбу Google Stadia? Напишите об этом в комментариях. Fortnite вернется на iOS, правда окольными путями. Как вы помните, Epic Games и Apple устроила затяжное родео из судебных процессов. Проблема одна: IT-гигант из Купертино не хотел терять прибыль и позволять разработчикам Fortnite обходить сервисы Apple. С тех пор яростные высказывания Тима Кука и Тима Суини прекратились, и iOS-геймеры смирились со своей участью. Но в чат вошел производитель Nvidia со своим сервисом GeForce Now. В блоге представители Nvidia сообщили, что они добавили сенсорное управление для Fortnite. Конечно, для игры на iOS придется скачать веб-приложение с официального сайта, платной подписки не потребуется. Nvidia обещает поддержку Fortnite начиная со следующей недели, а вскоре в сервис добавят больше проектов с поддержкой сенсорных экранов. Получается интересная ситуация: Тим Суини и Кук потеряли много денег. В итоге инди-разработчики смогли меньше отчислять Apple, только Fortnite остался в стороне, и теперь ему приходится добираться до iOS-геймеров окольными путями. Take-Two Interactive поглотила Zynga, компанию, которая разрабатывает и издает мобильные игры. Спустя некоторое время после анонса сделки глава Take-Two дал дополнительные комментарии на отчете для инвесторов. Он подтвердил, что Take-Two при помощи Zynga планирует перенести на телефоны свои ведущие франшизы. По словам главы Take-Two, первую основную франшизу перенесут на смартфоны относительно скоро. Глава Zynga также добавил, что в мобильном сегменте набирают популярность жанры, которые ранее пользовались широкой популярностью лишь на домашних устройствах, например, шутеры или приключенческие экшены. Take-Two уже выпускала на телефонах, скажем, игры серии Grand Theft Auto и Civilization. Правда, это были традиционные релизы за деньги, а в мобильном бизнесе, как известно, гораздо больше прибыли приносит Free-to-Play. GTA Online скоро отделят от GTA 5 и полностью переведут на условно-бесплатную схему. Кстати, может, версия для смартфонов и не за горами. Как думаете, братишки? Ну а на этом все игровые новости и мобильные новинки подошли к концу. Не забывайте подписываться на канал Dietrich TV, если вы вдруг этого еще не сделали. Пишите комментарии по поводу данного выпуска. Какие игры вы скачаете, а какие будете ждать в будущем. Также не забывайте смотреть другие выпуски на канале Dietrich TV, чтобы найти игру под себя. Ну а я вас всех крепко обнимаю, всем удачки, пока-пока. Myself, you added a piece to me that I